Друзья, на Новый год я предлагаю приготовить вот такое вот вкуснейшее запеченное мясо с овощами. Всем огромный привет, мои дорогие друзья! Скоро Новый год. А это значит, что по традиции все родственники, близкие собираются за одним большим столом. Сидят, празднуют, отдыхают, гуляют, выходят на улицу, играют в снежки. В общем, потрясающее время года и потрясающий праздник Новый год. И сегодня, друзья, я вам хочу показать царь блюда новогоднего стола. Это мясо, запеченное с овощами. Это, вот прямо я назову это блюдо царь блюда, наверное, либо же мясо гармошкой. Давайте же приступим, приготовим его. Друзья, обязательно на этот Новый год готовьте такое блюдо, и все насладятся вкуснейшим, сочным мясом вместе с овощами. Погнали! Первым делом я сразу же подготовлю маринад для такого вот потрясающего куска мяса. Если что, берите либо же свиную шею, либо же можно взять карбонат. Вот, ну, честно, сегодня пошли с женой в магазин, не было свиной шеи нигде. Я взял карбонат, и он точно так же хорошо подходит. Будут овощи, и оно тоже будет очень сочное. В такую вот глубокую миску наливаем либо оливковое, либо растительное масло. 2, может быть где-то 3 столовые ложки. Далее наливаем приблизительно такое же количество соевого соуса. Теперь по специям отправляем сюда. Это 3 ложки дижонской вот такой французской горчицы. 3 чайные ложки. Отправляем сюда специи для мяса. Универсальные, какие вы хотите, в принципе. 1 чайную ложку. 1 чайную ложку сладкой паприки. И также добавляем немного соли, потому что соевого соуса просто не хватит. И, конечно же, выдавим сюда немного чеснока. Чеснок придает прекрасный аромат мясу. 4 зубчика будет достаточно. Нам не надо перебивать чесноком вкус, поэтому просто для аромата. Теперь это хорошо здесь все размешаем. Вот маринад и солененький. Кстати, если для любителей острого, можно немного острого соуса добавить, либо же перец, кстати, черный перец. Вот чуть не забыл. Черного перца именно для аромата, не для остроты. Добавляем. Так как это новогоднее блюдо и собираются за столом все гости, и дети, взрослые, родители, я не добавляю сюда остроты, потому что кто-то любит, кто-то нет. Здесь по предпочтению. Если же да, то можно добавить остринки. Он очень будет вкусно с мясом. А теперь берем вот кусочек мяса. Если много жира, можно, кстати, срезать. И мы его должны нарезать, но не до конца. То есть вот берем приблизительно по, ну вот пальчик, то есть 1,5-2 сантиметра, и делаем прорез в мясе. Достаточно глубокий, но не до конца. Так, чтобы мы могли здесь уложить овощи. Вот такая вот гармошка получается. Здесь вот мы нафаршируем это потрясающее мясо. А теперь, чтобы это все не было пресным, все равно просаливаем и каждый слой перчим. Теперь смазываем вот этим вот маринадом, который мы подготовили. Можете вот в перчатки одеть, а можно прям так руками. Весь этот кусок мяса со всех сторон, чтобы маринад везде попал. И также не забываем про эту сторону. И такое мясо отправляем мариноваться буквально на полчаса. Можно закрыть это пищевой пленкой, можно убрать в тару. А пока начнем нарезать овощи. Так как у меня мясо карбонат, я возьму такие продукты, чтобы сделать его сочнее. А именно помидор, лук,
шампиньоны не для сочности, а для вкусноты. Ну а также сыр. С сыром всегда все очень вкусно. Он подплавится. Это будет потрясающе, очень вкусно. Нарезаем это все достаточно тонко. Тонкими слайсами. Вот так вот. Также грибы нарезаем тонкими слайсами. И также лук такими же слайсами делаем. Все овощи сверху надо немного посолить и поперчить. И также нарезаем сыр. Берем хороший кусочек и нарезаем на хорошие такие же тонкие ломтики. Берем фольгу и выстилаем, так как запекать будем в фольге. Отправляем замаринованный кусочек мяса. И теперь начинаем фаршировать. Укладываем помидоры, лук сюда. Шампиньончиков можно чуть раскидать. Все это подаваться будет порционно. Вот прям вот кусочек будет отрезаться, поэтому укладываем вот таким вот способом. Теперь сверху сюда отправляем сыр. Сыра должно быть побольше, он потому что подтает. И отправляем столь хороший кусочек мяса на 1,5 часа в духовку при 180 градусах. И вот такой вот у меня противень. Сюда его. 180 градусов, 2 тена на 1,5 часа. И ждем, 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 ждем. А дальше я вам покажу, что я сделаю. Смотри видео до конца. Прошло 1 час 40 и пора доставать мясо. А теперь нужно придать красивую ароматную корочку сверху. А для этого берем немного кетчупа самого обыкновенного. Добавляем немного барбекю соуса. И добавляем совсем чуть-чуть остринки. Все это хорошо здесь перемешиваем. Теперь сверху все это смазываем вот этим вот барбекю кетчупно-острым соусом. И отправляем еще на 20 минут подзапечься, чтобы придалась хорошая ароматная корочка. Также на 180 градусов на 20 минут. Ждем. Ну, наконец-то и 20 минут прошло. Друзья, посмотрите. Потрясающее просто блюдо. И украшаем зеленью. Друзья, вот такой вот кусочек я себе отрезал. Мясо просто нежнейшее. Овощи. Мяско. Ну, насколько же это все очень вкусно. Я прям хочу побыстрее это все. А запах какой стоит. Попробовать. Мясо тает во рту. Вот это вот очень вкусный рецепт. Все специи. Вот это вот обалденная все-таки глазировка сверху. Она придает свой пикантный аромат.
Мясо сочное. Друзья, вот на Новый год приготовьте себе такое мясо. Ведь оно восхитительно, необыкновенно, вкусное и ароматное. Вот это вот блюдо станет номер один на вашем новогоднем столе. Друзья, всем огромное спасибо. Вы целый год поддерживали, ставили лайки, подписывались в разных наших соцсетях. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего в новом году. Ну а вы отпразднуйте вот с таким вот вкусным мясом. Готовьте с удовольствием, отдыхайте вкусно. Всем до новых встреч, до новых видео. Пока.